Побег пацана 3 и третья из 8 концовок. Неужели нам снова предстоит сбежать через КПП? Но чем это отличается от предыдущих двух концовок? Сейчас вы все увидите. Приятного просмотра. Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Да, в плане разнообразия концовок разрабам у меня есть, конечно же, вопросики, потому что третья концовка и опять очередной побег через КПП. Сразу хочу вам сказать то, что слабительное нам вообще здесь не нужно. Значит, это минус поход за 3 разными видами трав, минус поход в медицинский пункт, но нам нужны немножко другие ингредиенты и немного другие диалоги. Я займусь для начала краски диалогами, нам нужно поговорить с этим парнем, но я кликаю на него и диалогов никаких нет. Почему? Потому что, чтобы запустить цепочку диалогов с ним, нам нужно сначала поговорить с Артемом. Он нам расскажет про способ побегать через КПП, и после этого у нас разблокируется диалог с этим парнем. У него есть какое-то устройство для взлома электрических замков. Именно оно нам и нужно будет. Нам нужно достать 3 детали, которые он просит. Давайте, пожалуй, начну с аккумулятора, потому что он находится в домиках вожатых. Скриптованно он всегда спавнится в одном и том же месте, в одном и том же доме, сразу же первым справа, который у нас будет. Синий. А, нет, не синий, он зеленый. А, синий тут есть, кстати. Так, аккуратно идем за вот этим парнем. Не бойтесь то, что он к вам стоит спиной, что он нас как-то полуоборотом увидит. Тут не переживайте, но потом он по маршруту развернется, будет идти вот так вот, поэтому имейте это в виду. Нам нужен вот этот сейф, и там будет аккумулятор. Что касается кода 4-значного, смотрим на календарь. У нас обведенная дата 27-е, ну и номер месяца. Ну, 0 какой-то там дальше уже подбором можно собрать, но главное 27. А как нас полили? Погодите. Это баг? Он на нас почему-то орал? А, из-за... Да нет, окно здесь закрыто. Но я не впервые ловлю подобный баг, но он ни разу не заходил в дом внутрь. Вот 27.0, какой 5 там, да, 5 месяц, но вам это не нужно считать в голове, потому что здесь автоподбором можно спокойно решить, там все равно 0 какой-то там месяц будет. У нас есть аккумулятор, ой, а он что здесь? Я думал, он пошел дальше по маршруту, ладно. Аккумулятор у нас есть, следующий, ну, ой-ой-ой, он нас опять заметил. Я пошел в медицинский пункт, в который мне не нужен, но нам нужно сбежать. Дальше нам нужен клуб и домик рыбака. Для домика рыбака нам нужно будет идти через площадь. А где у нас площадь? Здесь справа, по-моему. Да, вот, спортивная площадка. Это нам нужно. Будем идти через правую сторону, чтобы не попасться, опять же, этому надзирателю. Каким он образом, правда, тэпается постоянно между локациями вместе с нами. Это, конечно же, интересный вопрос к игре. Тут у нас что? Тут у нас как раз таки сразу же домик рыбака. Идем к нему, тут бояться нам некого. Тут никого нет, но есть зато атмосферная музычка. Нам нужна лестница. Лестница спавнится у нас скриптована либо здесь, либо один раз у меня был спавн. Вот здесь она лежала. Я не знаю, какие еще есть спавны, но вы как бы можете осмотреться, где-то здесь на земле в этой локации должно быть. Здесь у нас подсвечивается, что мы можем сюда залезть, кликаем. И дальше смотрим чисто на анимацию, как наш герой пробирается прямо внутрь дома. Он, правда, кстати, не подумал, как он будет отсюда возвращаться. Это, конечно же, странно. Нам нужен вот этот провод. Провод есть, а как отсюда выбраться? Открыть дверь. Снаружи вы ее открыть, если что, не можете, поэтому я, собственно, и лестницу доставал. Так, это там находится, а клуб... Я могу отсюда перейти в клуб как-то? Ну, давайте пойдем через правую сторону, правда... А, нет, он нас не заметит, здесь не должен. Медицинский пункт. Ладно, погнали. Он, если за нами будет бежать, то будет бежать через вот эту сторону, он нас не догонит, поэтому не бойтесь. Даже на сложности экстрим это не страшно. Да, проход в клуб у нас здесь есть, все правильно. В клубе нам тоже бояться нечего, и здесь есть 2 предмета, это отвертка и кусачки. Что касается отвертки, она спавнится либо здесь, она втыкнута в этот пень, либо она спавнится вот здесь в клубе, в библиотеке. Стоп, а это точно клуб? Здесь же библиотека внутри. Но ладно. Кусачки спавнятся здесь же. Кусачки всегда, да, по-моему, всегда они спавнятся либо на столе, либо на кресле. Больше нигде. А вот отвертка спавнится где-то, может, вот здесь, типа в полках стоять. По-моему, второй спаун, который я знаю, это либо вот здесь, либо вот здесь. Я не знаю, может, есть еще какой-то спаун. Здесь как бы вот это вы можете открывать, но я никогда здесь не находил ни отвертку, ни кусачки. Ну, опять же, я когда искал, я когда тренировался проходить, а я несколько попыток потратил, то я ни разу не находил каких-то других спаунов. Эти 2 предмета нам нужны, чтобы вскрыть игровой автомат и получить последний нужный нам элемент, это микросхему. Все эти 3 элемента нам нужно будет отдать сейчас как раз таки тому парню, с которым я активировал скрипт диалога. Через столовую, наверное, будет даже проще пройти. Да. Ладно, идем сюда как раз таки в жилой
жилой комплекс и делаем обмен с вот этим парнем. Все. Это то, что нужно. У нас есть устройство для взлома, и возвращаемся обратно в столовую. Нам сейчас нужно двигать на КПП. У нас уже все есть. А вот почему нам как раз таки не нужно идти в столовую, потому что, во-первых, нам не нужно добывать ключ, который оставляет сторож, ну, когда мы его слабительным отправим в туалет, потому что вместо этого у нас есть как раз таки устройство для взлома, но то, что вас, возможно, может смутить, это как я обойду охранника. Там есть окно, через которое он вас спалит, можно его аккуратно просто обойти, вот это окно. Ой, надо пройтись, не надо тебе пройтись. Ладно, проползи сюда, он нас не видит, и взламываем. Все, убегаем, готово. Вот поэтому не нужен бутерброд. Если вы хотите на верочку сыграть, не знаю, боитесь чего-то, что вас палят, что вам не получится аккуратно в ответственный момент сыграть. Но опять же, не факт, что вы играете на такой высокой сложности, как я, поэтому даже если вас заметят, вы можете просто убежать в другую локацию и обратно вернуться. Но в любом случае, можете его вот так вот просто отвлечь и спокойно пройти, но опять же, можно и без бутерброда это замутить. В итоге концовка 3 из 8 получена. Ты прирожденный хакер, не каждый сможет взломать замок. Только вот ты не взял карту местности и еду. Приключения в лесу начинаются. Если вы возьмете карту местности, здесь концовка никак не поменяется. Ну, это странно работает, но это так работает. В итоге третья концовка есть. 7 минут у меня на это ушло. Пришлось немножечко полазить, потому что здесь некоторые локации прям далеко друг от друга находятся, но в целом все норм. Где какие предметы искать, я вроде как понятно для вас рассказал. Даже разные места спавна, поэтому у вас, я надеюсь, проблем никаких не возникнет. Ну и надеюсь, что вам понравилось это видео, и если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом. Нажимайте на колокольчик для уведомлений. И желаю вам успеха и надеюсь, увидимся в следующем выпуске.